Гонконг — это шикарное место для покупок, для шопинга. К примеру, таких вещей, как золото, какие-то брендовые вещи, потому что здесь нету добавленного налога. Следовательно, многие продавцы, они могут продавать намного дешевле свои товары. К примеру, сейчас я пойду в магазин Casio и покажу цены на часы G-Shock. И это только второй этаж был. Точнее, это был первый этаж, я показал. Мы сейчас на втором этаже, а нам надо на 9-й этаж. Примерно тот же бутик Gucci, двухэтажный. Я бы показал бы цены, но меня туда не пускают. Наконец я добрался до 9-го этажа. И вот это настолько огромные этажи здесь, торговые центры. Мне кажется, этот этаж чуть-чуть поменьше, но, тем не менее, очень крутой, очень здоровый. Много брендовых магазинов, но в половину, 99% из них я не захожу, потому что цены кусаются. Я бюджетный турист, я могу лишь посмотреть, зачем себя дразнить. Посмотрю хотя бы G-Shock'и. Оказалось, что цены не такие уж супер дешевые. Конечно, чуть-чуть подешевле, чем в Европе и в России, но не намного. Поэтому я не стал сильно снимать. Выбор, честно, маловат там оказался. В местах, где скопляются люди, обязательно образуется какой-то рынок, потому что каждый продавец ищет места, где будет больше народа. А здесь народа хватает. Вот она, пятница, вечер в Гонконге. И мне рассказывали про такую вещь, что можно остановиться в Макдональдсе на ночь. Я думал, это невозможно. Действительно, да, вот рядом со мной сидит человек, который не нашел никакого ночлега и нашел единственное место, это вот остаться в Макдональдсе. Вот он спит всю ночь, будет спать до утра, вот его вещи где-то там дальше. Я в это не верил, но оказывается, да, так и есть. На самом деле, здесь очень все дорого. К сожалению, у меня пропало 4 дня путешествия, но пропали лишь только видеофайлы этих дней. Так что, к счастью, я смог заработать какие-то денежки себе на путешествие. Не дадут, короче, мне порисовать. Попытался здесь порисовать, а тут начался протест, куча народу ходит в масках и так далее. Нам подошли ребята, сказали, что лучше идите отсюда. Вот здесь навалили какую-то кучу, я не знаю чего это, наверное, баррикады для того, чтобы полиция не проехала. Куча полицейских машин. И надо, как бы, говорят, сваливать. Я не хочу никуда сваливать, я хочу здесь остаться у этой красивой клумбы и просто продолжить свой рисунок, потому что я его не дорисовал. Но протесты, да, все-таки есть. Это не миф. Вон там вдали стоят ребята, которые не дали нарисовать мне мой лотос. Здесь, короче, куча машин, куча криков. Все магазины закрыли с этой стороны, эта улица. Но мы не стали, как бы, изучать эти моменты, потому что я не участвую в никаких протестах, тем более в Гонконге еще. Ну да, косвенно это, как бы, нас это косвенно касается, потому что вот куча полиции, если честно, эти крики, оружие и все остальное немножко, конечно, заставляет задуматься о том, что это какой-то адреналинчик испытываешь. Я хочу лишь просто порисовать, дайте мне место, я хочу рисовать и отдыхать, пожалуйста. Но на самом деле полицейских машин очень много. Сейчас помню про такой момент, что некоторые демонстранты бьют окна, но мародерства здесь нет. То есть местные жители, они не занимаются мародерством, что интересно. То есть они очень вежливо относятся даже в такие моменты, когда у них просто забастовка или бьют окна или еще что-нибудь. То есть никто не лезет там воровать, набивать карманы. Ладно, мы, наверное, пойдем чуть-чуть подальше от этого места. Вот так это примерно выглядит. Просто целая улица перекрытая. Никуда отсюда можно только выехать, только вот с такой вот подворотни. Здесь дальше все. Стоят машины. Вот, целая улица. Сегодня воскресенье.
И вот мусульмане обычно ходят в мечеть по воскресеньям, потому что в остальные дни, получается, люди работают, потому что здесь все очень дорого, и нужно очень много работать. И единственный день, когда они могут выбраться наружу, так скажем, сходить в мечеть, помолиться, это воскресенье. Но люди сидят в парках и на улице по причине того, что другого места особо нет, потому что на улице тепло, есть место и бесплатно. А вот, допустим, дома можно собраться уже, далеко не у каждого. Потому что обычно у людей маленькие квартирки. А то есть такие квартиры, как, кстати, покажу чуть далее. А вот городской парк, точнее, площадку для игр переоборудовали в такую ярмарку перед Новым годом. Потому что до Нового года, до китайского Нового года осталось буквально пару дней. И все время проходил здесь мимо и видел подготовку. Думал, к чему это? Я думал, либо убирают, либо наоборот готовятся. Оказывается, готовятся. Новый год через 2 дня. И люди уже вот подготавливают, то есть продают цветы, мандариновые деревья. Здесь вот еда с этой стороны есть, ларек с едой. Всякие аксессуары. Потому что китайцы украшают свой дом красными всякими баннерами с золотыми надписями и куча атрибутики, связанные с удачей, с деньгами, привлечением удачи, денег, счастья и всего остального. Я очень далек от этого. Я, честно говоря, про китайскую культуру почти ничего не знаю, но по возможности буду рассказывать. Вот мандариновые деревья, они довольно маленькие, но и довольно дешевые. Если посмотреть по сравнению с елкой, конечно, то мандариновое дерево куда дешевле, чем елка. И вот такие вот мандариновые деревья, просто огромнейшие, с такими огромными мандаринами. Вот сколько их. И на самом деле они стоят почти в каждом офисе, многих, в принципе, где-то рядом с домом стоят, рядом со входом. Кто-то дома их ставит. Я просто видел уже в многих местах. И, честно говоря, цены, не такие уж прям супер-мега смертельные. А также есть такие вот деревья, они в горшках стоят. Я не знаю, с чем это связана традиция. Скорее всего, тоже, наверное, высаживают в честь... символизирует, наверное, не знаю, что-то новое. В Новый год, наверное, это делается. С этой стороны куча цветов. А в горшках просто цветы. То есть продавец цветов рассказала, что в Гонконге дарят цветы несколько раз. Когда делают предложение, когда навещают в госпитале на День Святого Валентина. И иногда еще делают подарок в виде цветов на Рождество. Это кокос. Да вот и наступило утро следующего дня. А сегодня у нас очень хороший день, потому что у нас запланирована встреча с Лешей из храма сикхов. А мы находимся в этих джунглях неспроста. Во-первых, это Южный остров. Самое красивое место в Гонконге. Ну, это мое мнение, конечно. Во-вторых, буквально в 5-10 минутах от этого места находится храм сикхов, где мы уже как свои. И самое главное, в легкой доступности удачные места для стритования, то есть заработка для нашего дальнейшего путешествия. И мы находимся в центре цивилизации, а с другой стороны мы на отшибе. И скоро вы поймете, зачем это нам нужно. А вот после успешной вылазки в джунгли мы отправляемся на север. Сейчас попробуем выехать из деревни и постритовать в маленьком городке. Маленький городок, совсем не знаю, там может быть 1 миллион живет. Я думаю, не больше. Совсем такой малюсенький. Как всегда, витрины. Как сам город выглядит, еще не знаю, потому что приезжали со стороны леса, так скажем. Да, конечно, по сравнению с островом и мейнлендом здесь вообще нет народа. Здесь так мало людей. Ладно, шучу, это сарказм. Да, здесь довольно много народа, поэтому мы здесь попробуем постритовать. Доброе утро, Гонконг. Вчера вот приехали в квартиру. Здесь нет ничего, просто все пусто. Пустой холодильник. Нет ничего, здесь нет даже туалетной бумаги. Туалетной бумаги нет, вот пустой рулон. В общем, нет в квартире ничего, даже мыла нет. Но зато есть крыша над головой. Да, это плюс. Ладно, на самом деле из бонусов, как для меня, это вид из окна. Сейчас мы находимся очень
северная, то есть до Китая здесь буквально пару километров. Но какой шикарный вид из окна. Здесь дикая природа, холмы вокруг. И получается, что сейчас я сделал ровно круг вокруг Гонконга. То есть я объехал абсолютно весь Гонконг по кругу, потому что Гонконг довольно маленький. Это очень нетипичная квартира, это даже дом, я бы сказал бы. И таких домов на самом деле очень мало, и они стоят очень дорого. Я не знаю, что там дальше, я потом посмотрю. Маленькая лестница. Это, как я понимаю, рядный дом, потому что рядом соседи. Здесь, я не знаю, но здесь закрытая дверь, возможно, остается отдельно. И отдельный вход. Вот выход на улицу, здесь тоже отдельно. Я предполагаю, что это одному хозяину принадлежит. Часто бывает, что сдают полдома, потому что это очень дорого стоит именно на съем. Вот такой вот шикарный вид. Мандаринчики тоже стоят. И соседи то же самое. Возможно, это на несколько квартир, возможно, это один. Я это уточню. Если честно, мне очень нравится. Просто поле. Это так круто. Немножко, конечно, смущает, что наш хост не предлагает нам ни перекуса, ни туалетной бумаги. То есть все надо свое таскать. Ну ладно, с этим как бы не проблема, справимся. Но помимо всего этого, мы не можем прийти сюда, опять же, в любое другое время. Вот сейчас закрою дверь и больше сюда не попаду. Если честно, я довольно долго думал, стоит делиться или нет. Но, как говорится, из песни слов не выкинешь, так что я вам сейчас расскажу. Основные условия пребывания у нашего хоста — это приготовить нашу традиционную еду, купить продуктов, приехать очень поздно вечером и рано утром уехать. И это несмотря на то, что наш хост этой недвижимостью пользуется только на выходных, а сейчас не выходной. Ну, в целом условия нас устраивали, потому что мы их знали заранее. Но когда мы приготовили ему картофельных блинов на всех, то он удивительно спросил: «Вы что, тоже со мной будете есть?» А после совместного ужина нам устроили викторину на знание наших стран и городов. Хост задавал довольно специфические вопросы, а когда мы не знали ответа, то он очень высокомерно сам отвечал на свои вопросы. Дальше нам включили его путешествия по нашим городам и странам. От других каучсерферов мы позже уже узнали, что с ними происходило, в принципе, то же самое. Но поймите меня правильно, нет абсолютно ничего плохого в том, что люди делятся тем, что их реально интересует. Но в данном случае мы прям чувствовали, что нас используют. Используют именно так, как нас хотят. Ну не стоит расстраиваться. Вчера познакомился с очень классным мужичком. Он посоветовал одно место, где можно остановиться бесплатно. Ни у кого спрашивать об этом тоже не стоит. Так что про это место расскажу чуть-чуть попозже. Вот так вот выглядит деревня в Гонконге. Сложно себе представить, да? Тропики, тепло, солнышко светит, вообще шикарно. Дома здесь двухэтажные. Настал тот момент, который, наверное, наступает у каждого человека, прожившего в Гонконге больше 2 недель. Мне негде ночевать. Поэтому по совету одного знакомого я иду просто в лес. Иду в горку, самое дальнее укромное место, где вроде как мне должна ждать палатка. У меня с собой вот все вещи. По тени, наверное, лучше покажу. Несу вещи и буду искать сейчас это место, залазить туда. Если не будет слишком темно, тогда покажу, как выглядит палатка. А ночевать приходится в лесу только потому, что найти хоста очень сложно. Сейчас еще Новый год китайский. Осталось 2 дня до него. Это во-первых. Во-вторых, хостелы, конечно, не супер-мега дорогие, но последние дни вообще ничего не заработать. Прям вообще. Плюс еще вирус какой-то распространяется по Китаю. Люди шугливо смотрят, быстренько читают табличку и бегут от тебя, как только начинаешь с ними заводить разговор. Прошел уже, наверное, треть пути, может даже больше. Сейчас очередная лестница. Вот такая вот, не знаю сколько этажей. Ну, этажей, наверное, по 5, 6, по 7.
Но не все так плохо. Узнал еще одну возможность, как попасть в Ocean Park. Очень классное место с аттракционами. Бесплатно. Так что, надеюсь, в дальнейшем в этом выпуске, скорее всего, покажу это местечко. Только что передо мной какое-то животное пробежало. Я не знаю, что это, полностью темно. Сейчас выйду, посмотрим. Мой друг сказал, что рядом с его палаткой... Вот он бежал. Я не знаю, скорее всего, кот. Рядом с палаткой моего друга каждое утро бродит дикобраз. Здесь очень тихо и спокойно, кроме животных. Я все-таки нахожусь уже, наверное, в тропиках, либо в субтропике, я даже не знаю, если честно. И каких животных и насекомых можно здесь встретить, я вообще не представляю. Еще из бонусов, это, я надеюсь, шикарный вид. Шикарный вид, который появится через пару секунд. Вот он, свет в конце туннеля. Долгожданная, практически финишная прямая. Фух. Все, финишная прямая. И останется всего лишь перекинуть все вещи. Вот. Ай, жалко, не видно. В общем, здесь, я думаю, 357 ступенек. То есть 131 еще. Очень сумбурно, потому что все снимается вообще вот. Да, мыслей никаких уже нет в голове. Уже поздно, ночь. Вот такой вот просто у меня мокрый лоб сейчас. После того, как я поднялся. Я боялся, что будет очень холодно здесь. Но здесь ужасно жарко и душно. Так что в палатке будет, наверное, вообще просто смерть. Но это намного лучше, чем спать в Макдональдсе, в котором вечно работает кондиционер. И он работает 24 часа в сутки. Я не знаю, как люди там ночуют. К сожалению, бомжей в Гонконге довольно много. Люди спят просто на улице. Мне очень искренне жалко таких людей. Я надеюсь, что их жизненная ситуация поменяется в лучшую сторону в кратчайшие сроки. Это очень искренне. Вот, всем мира и добра. А вот и место моего ночлега. Да, я уверен, что там просто черный экран, скорее всего, сейчас. Ну все, я поставил палатку, но особо светить не хочу, потому что я не знаю, кто находится рядом. Да и вообще, можно ли здесь ставить палатку или нет, я не знаю, поэтому прокомментирую только утром. Спокойной ночи. А как вам вот такой вот вид из палатки? Ночь была отличная. На самом деле довольно тепло, комфортно. Единственный минус — это довольно шумно от машин, как ни странно. Хотя мы сейчас на высоте довольно высокой, но машины отсюда хорошо слышно. В целом было прикольненько. Само место я не хочу показывать, потому что в этом месте и мне ночевать, и другим людям ночевать. Но в целом это получается что-то вроде вот примерно вот такая вот гора, либо вот такая вот лесенка, и можно найти место вообще спокойно. То есть таких мест здесь, в Гонконге, просто тысячи. И самое интересное, что вот в этом месте, где мы, там уже есть палатка и чьи-то вещи. Эти вещи уже больше 2 недель там лежат. Их никто не трогает, никому они не нужны, потому что местные довольно обеспеченные, им пользованные вещи вообще не нужны никакой ценой. Работники, как ни странно, тоже не убирают эти вещи, хотя, в принципе, там работники, я уверен, что проходят. А бродяги всякие, ну, наверное, не особо знают про такие места. Второй день после Нового года. Нет никакого видео, потому что ничего и не было. По крайней мере, я как бедный турист ничего не нашел, никаких празднований на улице, никакого салюта, никаких гуляний, пьяных людей на улице. Не было ничего такого. Спокойненько, все просто отправились домой, отпраздновали новогоднюю ночь и все. Зато 3 дня празднуется, 25, 26, 27, насколько я понимаю. И сегодня второй день Нового года, и на улице продают очень много всяких интересных штучек. Если честно, здесь можно потратить просто часы на изучение всего этого добра.
много из этого, как мне кажется, бэушно. И такое чувство, что просто с помоек вытащили. Я имею в виду, что они выглядят уже такими потертыми немножко. Но очень много всяких разных украшений. И, честно говоря, цены здесь довольно низкие, бюджетные. То есть, понятное дело, что здесь половина пластиковая, всякая разная, но очень уникальные вещи. Я не знаю, может быть, существуют какие-то барахолки в самом Гонконге, но я ничего особо не видел. И это первое место, когда видно все, что лежит на улицах. Можно прийти, посмотреть, померить. И все продавцы собираются в одном месте. Есть вот такие вот продавцы безделушек, такие всякие браслетики довольно и дешевые, и дорогие. И, к примеру, вот здесь вот они стоят 60 за одну штуку, а в соседнем месте через улицу можно купить за 10. Точно такие же браслеты. Здесь дальше тоже вещевой рынок. Самое забавное, что здесь ходит трамвай. И вчера, когда приехал поздно вечером сюда, то трамвай не мог остановиться, потому что у него здесь остановка. А здесь все было заставлено фруктами, сумками, вещами, всем чем. И поэтому это было просто невозможно. И трамвай вот нашел здесь вот такую вот лазейку. Ну нету, а чуть-чуть дальше. Остановился ровно в ней, чтобы люди могли вылезти. Но есть бонусы для меня, как для человека, зарабатывающего, так скажем, на улице, что люди ходят и смотрят намного больше, чем обычные дни. Но минус в том, что они хотят именно что-то купить и, допустим, поддержать туриста, такого как я, им неинтересно. По крайней мере, в этом месте не очень. Вчера попробовал новое местечко. Там как-то получше было, но я приехал очень-очень поздно. Еще из минусов это дождь. Впервые в мою поездку дождь идет 2 дня. И вчера он шел просто всю ночь. Вчера я спал в палатке. И это просто ужасный опыт. Ну ладно, это оставим без комментариев. Все же я думаю, что стоит прокомментировать эту ночь. Нам некуда было идти, шел очень сильный дождь, а мы работали до ночи. Но по пути в палатку мы промокли просто до ниточки. И была небольшая надежда переодеться в сухое и лечь спокойно спать. Но наша палатка и навес над ней пропускали воду. И в палатке стояла вода высотой в сантиметр в ногах. Но мы были настолько убиты, что пытались найти какое-то место, где переночевать, но решили, что давай лучше ляжем спать в мокрые спальные мешки, и мы так спали до самого утра под дождем. Это одно из самых ярких воспоминаний за всю жизнь. Вот, к примеру, вещи по $20 за штуку, то есть 2,2 евро за майку, штаны. Ну, это детская, но, тем не менее, цены, сами понимаете, какие. Здесь вот сумки по 50, рюкзаки, сумки, всякое разное. Вот даже непонятно, то ли Gucci, то ли Louis Vuitton, то ли что. Вещи, конечно, все это китайское, но, тем не менее, такой вот рюкзачок. Все вот эти сумочки 50. И продавцы, на самом деле, уверены, что они пойдут навстречу. Если ему всунуть 30, он возьмет 30. То есть с теми же браслетами мой друг сказал, что если браслет стоит 20, можно купить даже за 7, за 8. Особенно, если ты берешь 3 или 4 браслета за раз, то вполне можно выторговать очень хорошую скидочку. И правда получается, что цена вещей для местных их вообще ничего не стоит, потому что зарплата здесь минимальная где-то 700 евро. И покупать для них за 2 евро какую-то одну вещь, они могут спокойно, вот бюстгальтер, допустим, по 10. Они спокойно могут себе позволить закупаться и каждый день менять одежду. То есть вообще без проблем. Кстати, очень много людей в масках, и это не случайно, потому что сейчас в Китае ходит вирус, который напугал уже просто миллионы людей. И, как ни странно, в самом Гонконге и в Китае так сильно люди не паникуют по поводу вируса, как в России, к примеру, что знакомые писали, спрашивают, как жив, здоров и так далее. Потому что все новости пестрят именно этим вирусом, но здесь люди просто носят маску, кто-то предупреждает, но в целом люди очень спокойно к этому относятся. Кстати, еще один такой момент, который я могу рассказать, что у китайцев принято дарить денежные конверты. Это считается lucky money. Это конверт счастливых денег. И обычно китайцы обмениваются, и в Гонконге в том числе обмениваются такими конвертами с друзьями и с близкими людьми. То есть, если у тебя хорошие друзья, то, возможно, ты выйдешь в плюс.
Если, друзья, менее обеспеченные, скорее всего, они кладут туда $10. Более обеспеченные кладут 20, 50, 100. Вчера, когда я работал на улице, люди давали те же самые 20, но в конверте. И вот он, последний день китайского Нового года. Кто-то бежит домой с подарками к своим родным и близким, а у кого-то даже и дома нет. И, кстати, мы тоже идем не домой. После Нового года люди выкидывают кучу вещей. На самом деле, я не стал здесь сильно ковыряться, нашел только парочку. Точнее, вот такой вот рюкзак. Водонепроницаемый. Я не знаю, видно его сейчас будет или нет. Но новый. Он реально абсолютно новый. То есть видно по всяким креплениям. И вот по таким вот штучкам, что он новый. Так что, почему бы не взять? На самом деле здесь очень много вещей. И все вот эти вещи точно так же стиранные. Их можно спокойно брать и носить. Но люди избавляются не потому, что они плохого качества, а только потому, что они купили новые. Потому что вещи здесь ничего не стоят. Еще я взял вот такой вот шарфик. Я его взял, потому что сейчас похолодание в Гонконге. До этого было в районе 20 градусов, сейчас опустилось до плюс 12. А из одежды у меня вообще уже ничего нет, поэтому я взял шарфик, но он чистый, стиранный. То есть люди перед тем, как выкинуть шарфики, они просто их моют. Ой, стирают, имею в виду. А еще нашел такую вот книжку Cartoon Network. Я думаю, кто-то, возможно, вспомнит, проностальгирует. Так, круто. 2001 года книжка, то есть она у кого-то пролежала 20 лет. Очень крутая штука. Я нашел такое вот кинзо, допустим, женское, классное. Я не знаю, честно, как называется, ну, что-то вроде пиджака. А мой друг нашел сумочку Prada за $2800.